Вы на канале Мысли Солнцева. Подписывайтесь на мой канал. Что такое жизнь? Как отличить жизнь и существование? Что по этому поводу говорит ритмология? Спасибо за вопрос. Вопрос серьезный. С наскока его не взять, потому что, могу сразу сказать почему. Потому что понятие «жизнь, смерть» есть в экспедиционной струне на эту планету. Это первая экспедиция на эту планету по урокам «Жизнь, смерть». Это два огромных урока, которые проходит человечество, которое впервые идет на эту планету. А как же здесь выстраивается жизнь, по каким принципам, законам, и как отсюда происходит уход после окончания жизни. Вообще тема жизни и смерти – это, что называется, краеугольные камни в любых философских течениях, религиозных течениях. И у них у всех ответ идет различный. Хотя общий смысл и так понятен. То есть дается время на некий опыт, приобретаемый существом на этой планете. Срок этого опыта на этой планете, он ограничен сгустком времени, ограничен сроком по времени, через который человек должен покинуть эту планету. Этот срок, на который и выделено вам время на опыт, и называется смертью. Причем даже в словах это понятие существует. Смер, то есть мера света. Мера света, которую вы взяли сюда с собой для реализации набора жизненного опыта на этой планете. Только и всего. Если кто-то думает, что он живет один раз, если кто-то думает, что белковый вид существования, он единственно возможный, и что мы вообще единственные во Вселенной, я вас разочарую. А может быть, наоборот, обрадую. Нет, он не единственный. На самом деле, эволюция в этой вселенной световой, она имеет невероятное количество разнообразных форм. От природных, каких-то стихиальных, планетарных, до чисто световых. И, как правило, сюда, на эту планету, приходят различные виды сознаний в виде света, которые воплощаются через родителей в виде детей, как мы с вами, и проходят свой жизненный опыт. Они его здесь набирают. И чем больше вы принесли сюда с собой света, чем больше вы принесли сюда с собой времени, сгустка времени, тем жизнь у вас насыщенная. Если я ничего не путаю, это книга «Откровенное знакомство», по-моему, часть первая, в которой рассказано о помехах, которые мешают счастью. И именно там говорится о том, что в энергиях мешает карма счастью, то есть ваши предыдущие жизни, ваш предыдущий опыт, если он был не очень хороший. В информации мешает счастью судьба, потому что все зависит от того, насколько вы способны учиться, насколько вы способны усваивать знания, информацию, и потом ее воспроизводить, ей оперировать. В пространстве как раз таки счастью мешает смертность, потому что вы можете перебрать пространство, вы можете взять его слишком много, и тогда количество света выделено вам на конкретную жизнь, а оно трансформируется в пространство, которым вы себя окружаете. Это могут быть дома, яхты, заводы-пароходы, капиталы, огромное количество денег. И оказывается, что весь свет, всю свою жизнь вы потратили только на это. А за этим ли вы сюда пришли? И во времени мешает счастью жизненность. Это не так плохо, как может показаться. То есть это люди, которые очень любят жизнь, которые не могут без фонтанирования в каких-то событиях. Они не могут без публичности, они не могут быть на вторых ролях. Они привыкли везде вокруг себя организовывать вихрь событий. Это могут быть политики, это могут быть знаменитые актеры, режиссеры, артисты. Те люди, которые привыкли, которые желают, чтобы ими вокруг все восхищались, быть в центре внимания, быть на сцене. И весь свет, все время жизни, выделенное этому человеку на определенный срок, уйдет, растратится именно вот на организацию этих событий или участие в этих событиях. И вам
может не хватить этого времени, чтобы дожить до того срока, когда вы должны покинуть эту планету уже после полностью отработанного своего опыта. Где эта золотая середина? Как пройти так, чтобы успеть все, нигде не зациклиться и чтобы времени хватило? Вот в этом и есть великий смысл жизни, в этом и есть великий способ ритмологически читать себя и ни в коем случае не убежать ни туда, ни туда, ни туда и ни туда. Вот по всем 4 нашим основным осям или направлениям, как угодно это можете назвать. Вот именно так ритмология отвечает на этот вопрос. То есть везде всего должно быть в меру. Либо вы где-то перепроявляетесь, либо где-то недопроявляетесь. И пройти нужно ровненько. Пройти нужно ровненько. Так, чтобы на все вам хватило времени в вашей жизни. Большое спасибо за вопрос. Устойчивого знакоряда. Вы на канале Мысли Солнцева. Подписывайтесь на мой канал.